very happy birthday, you're my best friend, I can't do. Сейчас многие обсуждают «Обсессию», но еще до нее режиссер Кари Баркер снял свой полнометражный дебют. Это found-footage хоррор Milk and Cereal, который до сих пор можно бесплатно посмотреть на YouTube. Как любитель found-footage, я постоянно ищу малоизвестные фильмы по рекомендациям с Reddit, форумов и тематических списков. 1,5 года назад именно там я впервые наткнулся на этот фильм. Тогда о Кари Баркере почти никто не говорил, а Milk and Cereal оказался одной из самых интересных находок за долгое время. И после выхода «Обсессии» мне захотелось вернуться к этому фильму и понять, изменится ли мое мнение спустя 1,5 года. Главные герои – лучшие друзья Севен и Милк. Уже несколько лет они ведут YouTube-канал, посвященный пранкам. На день рождения Милка его друг решает устроить самый безумный розыгрыш, который когда-либо они снимали. Он покупает пистолет с холостыми патронами, нанимает актера и готовит постановку с нападением прямо во время вечеринки. На первый взгляд все проходит именно так, как и было задумано. Но уже на следующий день начинают происходить события, которые все сложнее объяснить очередным пранком. На этом я и остановлюсь. Мне кажется, Milk and Cereal лучше смотреть, зная только завязку. Больше всего при повторном просмотре меня впечатлило, насколько естественно здесь работает формат found footage. Во многих фильмах этого жанра рано или поздно возникает вопрос, а зачем герой вообще продолжает снимать? Иногда камера превращается в условность, которую зрителю предлагает просто принять. Здесь такого ощущения у меня не возникло ни разу. Для главных героев камера — это привычная часть жизни. Они постоянно снимают новые ролики, обсуждают свои пранки и почти не расстаются с камерой. Я бы сказал, поэтому запись выглядит абсолютно естественно. А когда возникает ситуация, где камеру логично было бы убрать, фильм обычно находит для этого правдоподобное объяснение. Отдельно хочется отметить отношения между главными героями. Их сложно назвать приятными людьми. Они могут спорить, ругаться, дурачиться и далеко не всегда вызывают симпатию. Благодаря этому очень быстро начинаешь верить, что перед тобой действительно друзья, которые давно знакомы и много лет снимают ролики. Во многом именно отношения между героями делают первую половину фильма такой убедительной. Большую роль в этом играет и сам Кари Баркер. Помимо того, что он был режиссером картины, он исполнил главную роль Милка. Его персонаж запомнился мне сильнее остальных. Он не похож на типичного героя хорроров. Наоборот, кажется пугающе обычным человеком. Эта естественность делает многие сцены намного сильнее. Конечно, фильм нельзя назвать идеальным. Некоторые сцены можно было бы сделать короче, а отдельные диалоги местами затянуты. Но на общем впечатлении это почти не сказалось. Что особенно удивляет, бюджет фильма составил всего $800. Если не знать об этом заранее, во время просмотра догадаться довольно сложно. Авторы не пытаются изображать масштаб, которого у них нет. Наоборот, они строят фильм вокруг простых локаций, небольшого количества персонажей и самой идеи found footage. Интересно и то, что Milk and Cereal стал важным проектом не только для Кари Баркера. Купер Томлинсон, сыгравший Севена, позже появился и в «Обсессии», а также участвовал в создании обоих фильмов как продюсер. Поэтому сегодня любопытно смотреть на этот фильм еще как и на начало команды, которая спустя совсем немного времени сняла один из самых обсуждаемых хорроров этого года. И после повторного просмотра мое мнение осталось прежним. Конечно, теперь уже знаешь основные сюжетные повороты, но фильм все равно работает. Во многом благодаря главным героям, их отношениям и тому, насколько здесь естественно используется формат found footage. Для меня Milk and Cereal по-прежнему остается одним из самых интересных современных представителей жанра. Очень надеюсь, что Кари Баркер в будущем снимет еще один хоррор в формате found footage. Если уже смотрели фильм, обязательно поделитесь своим мнением в комментариях.